Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, поговорим о том, каких вещей ни в коем случае не должно быть в вашем доме. Именно эти вещи несут разруху, проблемы и другие неприятности. Обязательно просмотрите и пересмотрите то, что у вас в доме и в вашей жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, поддержите нас, нам будет очень приятно. Также подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Итак, давайте вместе начинать. Вы знаете, дом – это то место, где мы должны чувствовать спокойствие, уют, иметь возможность отдохнуть как физически, морально, так и восстановиться на энергетическом уровне, иметь возможность помечтать, выстроить планы на будущее, хорошо высыпаться, чувствовать спокойствие в кругу близких и любящих людей. Но для этого в доме должна быть положительная энергетика, которая будет в этот дом нам помогать. А это, как вы знаете, непростой труд, но те, кто уделяет этому достаточно внимания, вовремя все делают, они получают дом, который можно назвать никак иначе, как крепость, в которой ни один негатив не сможет причинить вам вред. В такой дом хочется возвращаться отовсюду, даже из тех мест, где хорошо. Например, с того же отдыха, с прогулок, не говоря уже о желании, чем быстрее вернуться домой после трудного дня. Ведь это желание происходит на энергетическом уровне. Человека быстрее тянет туда, где он сможет подпитаться сильной энергетикой и укрепить свое биополе, чтобы иметь возможность и далее противостоять всему плохому, с высоко поднятой головой, идя по выбранному жизненному пути. Поэтому уделяйте достаточно внимания энергетике своего жилья, не ленитесь и получайте то, что желаете. Находитесь только в окружении светлых энергий и приятных жизненных событий, которые будут вас радовать, но не огорчать. Не стоит забывать и о том, что энергетика вашего жилья зависит от того, что ее наполняет, какие вещи вы приносите в свой дом, чем его украшаете, заставляете, чем пользуетесь в повседневной жизни. Вещи, притягивая положительные энергии, могут помогать нам, наделять жизненными силами и окружать нужными на определенном этапе энергиями, а могут и отнимать силы, делать биополе слабым, а также притягивать ненужные энергии, которые будут оказывать неблагоприятное влияние на всех, кто с ними контактирует на протяжении каждого дня. Если ваш дом наполнен неправильными вещами, значит, они будут также влиять на особую энергетику вашего жилья, а это будет заметно очень сильно. В доме со слабой энергетикой не будут расти никакие растения, а те, которые есть, начнут просто терять листочки и слабеть. Детей будут мучить бессонница, они будут разбитыми, капризными, эмоционально нестабильными. Животные будут или слишком активными, либо будут практически не передвигаться по дому. Они выберут себе какое-то определенное место, и сместить их в другое будет просто-навсего невозможно. Те, кто живут в таком доме, могут начать болеть, хотя ранее даже не знали, что такое головная боль. Члены семьи будут несдержанными, что будет проявляться в агрессивной манере разговора, в проявлении хамства, в повышенных тонах и грубых словах. Ссоры и скандалы на протяжении каждого дня будут только приумножаться. В таком доме станет неприятно находиться и будет казаться, что сердце бьется быстрее, чем обычно, а на голову давит потолок. Недомогание и депрессия наполнят жизни тех, кто имеет более слабое биополе. Такая энергетика ни к чему хорошему не приведет, поэтому пересмотрите, нет ли в вашем доме вещей и предметов из списка, о котором далее мы с вами поговорим, пока есть время от них избавиться и нет последствий, к которым они приведут. В вашем доме не должно быть безжизненного декора, к которому относятся и засушенные искусственные цветы, потому что они излучают нехорошие энергии, которые мешают положительным энергиям передвигаться по дому. Вокруг них образуется энергетический застой, и они с легкостью могут подобрать негатив. А если кто-то с нечистым сердцем придет в ваш дом, то будет еще хуже.
Не место и цветам из воска, так как они несут в себе пустоту. То же самое касается таких модных в наше время, как шкур животных, которые многие стелят на пол в гостиной или, что еще хуже, в детской комнате, позволяя деткам с восторгом играть на них. Такая вещь в вашем доме несет энергию смерти и уничтожает все, что ее окружает. Поэтому, если такое есть в вашем доме, несмотря на то, где вы ее взяли, это, возможно, вы купили, или потратили немаленькие деньги, или же вам кто-то ее подарил, отправьте ее на дачу, где она никому не принесет вред и не будет разрушать энергетику дома, в котором вы проводите много своего времени. Также маленькие дети не будут контактировать с ней, а, соответственно, она не сможет влиять негативно на их биополе и на самочувствие в целом. Перья, которые также часто используют по незнанию для украшения интерьера, несут в себе очень опасную энергетику и могут хозяевам дома притягивать несчастные случаи. Такой же энергетикой обладает и чучело животных, рога, перья, засушенные насекомые. Если вы на минуту притронетесь к ним рукой и при этом закроете свои глаза, то вы ощутите, что ранее не замечали, каким холодом тянет от такого предмета. А холод – это приток негатива, который вы в этот момент ощущаете, соответственно, он постоянно притягивает к себе такой же негатив, собирая его отовсюду, где только можно. Не стоит в свой дом приносить и вещи от людей, которые испытывают к вам по какой-то причине неприязнь или зависть. А вы это знаете, такая вещь, соответственно, передаст вам посыл от того, кто вам ее вручит. А когда вы принесете ее домой, она начнет излучать данный негатив, который очень быстро распространится по всему жилью и скажется не очень приятным сюрпризом уже для вас. Особенно опасно у таких людей брать постельное белье, одеяло, подушку, скатерть, так как эти вещи взаимодействия с вами во время сна будут разрушать вашу энергетику, притягивая в то время, когда вы более всего не защищены, к вам негатив. Это очень быстро скажется на вашей жизни, а также на ваших отношениях со второй половинкой. Если такой подарок преподнесут одинокой женщине, она так и не сможет найти пару. Застелив скатерть, напитанную негативом на ваше самое сакральное место в доме с огромной энергетикой стол, вы не только лишитесь изобилия, но и разорвете таким образом энергетику жилья на мелкие части, которые быстро соединит негатив, и в доме станет просто невозможно находиться, а хозяин данного дома потеряет работу или же здоровье. Поэтому не стоит приносить в дом вещи от людей, в искренности которых вы не уверены. Лучше сразу продайте такую вещь, забросив фотографию в интернет или же кому-то ее отдарите, чтобы, главное, не рисковать. Не стоит приносить в дом и подобранные на улице драгоценности, так как часто их не просто теряют, а выбрасывают специально. Таким образом, избавляясь от каких-то сильных проблем, а вы, подобрав эту вещь, не только подбираете чужие проблемы, но и приносите сознательно такой разрушительный негатив в дом, а он очень быстро окажет на него влияние, а также на тех, кто в таком доме живет. Не стоит и покупать драгоценности у людей, которых вы плохо знаете, так как человек с такой драгоценностью может вам продать то, что его беспокоит, например, безденежье, отсутствие любви, денежной удачи, а вы, принеся его домой, быстро обменяетесь с данным человеком такими нужными ему энергиями. Из-за этого у вас может распасться крепкая семья, или же начнутся денежные потери, которые не будут прекращаться. А те деньги, которые вы зарабатывали, вам их хватало на счастливую и безбедную жизнь, и вовсе перестанут поступать в вашу жизнь, так как вас либо уволят, либо начнут задерживать зарплату. Не стоит приносить ювелирные изделия в свой дом, которые продают незнакомые люди, еще и по той причине, что оно может быть просто-навсего украдено, а значит, его владелец испытал сильные негативные эмоции, грусть, тоску, а вы его, принеся в свой дом, получите такие эмоции, которые связь данного украшения с его владельцем будут вам постоянно передавать. Из-за этого у вас может начаться даже апатия, и вы можете потерять интерес к тому, что ранее для вас имело большое значение, увлекало и воодушевляло. Поэтому лучше украшение покупать в ювелирном магазине. Пусть оно будет небольшое, не очень дорогое, но вы будете знать, что вы у него первый владелец, что у вас с ним крепкая связь, а принеся его домой, вы только приумножите энергии, которые отвечают за радость и счастье, что благоприятно скажется уже не только на вас, но и на энергетике вашего дома.
Не должно быть в вашем доме различного рода символов, значения которых вы не понимаете, а также различных шаманских масок, фигурок, статуэток, так как такая маска может призывать злую сущность, а вы, приобретая ее, притянете эту сущность в свой дом, что негативно скажется уже на энергетике жилья, и у всех членов семьи будут возникать желания бежать из такого дома. Мало того, эта сущность способна принести в дом беды, даже такие как пожар, потоп или еще что-то. Не стоит покупать и различные статуэтки птиц, такие как голуби, сорока, любая болотная птица, так как они принесут в ваш дом одни несчастья. Также, покупая статуэтки, изучайте этот вопрос очень тщательно. Не должно быть в вашем доме и статуэтки слона с опущенным хоботом, так как она способна притянуть уныние, тяжелые мысли, тоску, а вот слон с поднятым хоботом, наоборот, принесет в ваш дом радость, удачу, успех, будет вас оберегать от недоброжелателей и нечистосердечных людей, что станет отличным талисманом для любящей семьи. Избавьтесь от любых гипсовых скульптур, фигурок, так как они ослабевают вашу интуицию, и в самый ответственный момент, когда вы будете нуждаться в ее помощи, она вас подведет. Эти фигурки способны с легкостью также впитывать любой негатив, поэтому если в ваш дом вхож человек, который его излучает, данная фигурка быстро его притянет, а после передаст тому, кто первый к ней прикоснется. Фигурки в вашем доме должны быть из керамики, фарфора, хрусталя. Эти материалы, которые не только излучают хорошие энергии, но еще и приумножают их, поэтому очень благоприятно влияют на любое жилье. Не наполняйте свой дом и картинами, состоящей водой, так как они будут мешать поступлению светлых энергий в ваш дом. А если вы разместите такую картину на кухне, то даже очищающие ритуалы и практики, которые будете проводить, они не смогут уберечь энергетику жилья от разрушения. Не должно на картинах быть изображено и различных насильственных сцен, голых частей тела, так как такие изображения будут притягивать в ваш дом разврат и измены. Не стоит приносить в дом и картины, которые не имеют четких рисунков, а состоят из различных вкраплений, каких-то геометрических фигур или чего-то невнятного, что вы не можете объяснить. Такая картина будет влиять на память и на мудрость членов семьи, а разместив ее в спальне, страсть покинет такую пару. Рыбы на картине помогут притянуть в дом с глаз. Не стоит хранить в своем доме вещи, которые у вас остались от умерших родственников. Такие вещи напитаны энергией пустоты и, соответственно, данную энергию будут нести в ваш дом, что скажется на нем неблагоприятно. Начнутся потери различного рода. Также члены семьи из-за этого будут ощущать сильное беспокойство и страх, что будут разрушать их внутренний мир и мешать поступлению светлых энергий. Также такие вещи будут вызывать у вас грустные воспоминания, которые будут мешать вам спокойно жить. Отдайте такие вещи тому человеку, кто в этом нуждается, предварительно очистив их от энергетики умершего человека. А если вам их нет некому отдать, то вынесите на улицу и сожгите. Оставьте себе одну или несколько вещей для памяти. Очистите их, постирав в соляном растворе. Так вы не будете во время взаимодействия с ними разрушать свою энергетику и испытывать неприятные чувства. Не должно в вашем доме быть посуды со сколами, так как она способна не только разрушать энергетику жилья, но и энергетику людей, которые будут из нее есть, а это способно наполнить жизнь таких людей недопониманием, постоянными конфликтами. Таких людей могут перестать просто воспринимать люди, им будут не рады, куда бы они ни пришли. Нельзя в доме иметь и изогнутые вилки, ножи, так как такие предметы будут также притягивать нехорошие энергии, которые будут нарушать покой домочадцев. Также такие предметы могут разозлить домового, а его гнев вы быстро ощутите, и ничего хорошего от этого у вас не получится. Кроме того, что у вас часто начнет ломаться техника, это будет тянуть за собой постоянные денежные потери. А также перегорать будут лампочки, скрипеть двери, опадать штукатурка, отклеиваться обои, из-за чего придется делать ремонт. Поэтому не делайте то, что может разозлить вашего энергетического помощника. Не должно в вашем доме быть солонки, из которой постоянно высыпается соль. Это не только плохая народная примета, которая постоянно будет приводить к скандалам и ссорам, но и наполнит ваш дом интригами.
Не место в вашем доме и старому венику, так как веник – это оберег дома, а значит, он всегда должен быть ухоженным. При обращении с ним должны соблюдаться все правила, иначе он выметит из дома добро, счастье, деньги, а на их место придет безденежье, разрушительные энергии и разлука между родными людьми. В веник вложите 3 монеты большого номинала, так во время уборки он будет привлекать денежную энергию в ваш дом. Не должно быть в вашем доме и разбитых зеркал, стекол. Также, если вы заменили такой предмет, вам нужно сразу старый выносить из дома и выбрасывать. Иначе они способны так разрушить энергетику данного жилья, что из него даже придется съехать, так как жизнь в таком доме станет просто невыносимой, а беды будут сыпаться со всех сторон, затрагивая все сферы жизни каждого из членов семьи без исключения. Поэтому следите за тем, чтобы зеркала были новыми, чистыми, тогда и энергетика жилья будет такой. Итак, друзья, сегодня мы с вами поделились тем, какие вещи несут негативную энергетику и чего лучше не иметь в своем доме. А также обдумывайте, что несете своими руками в свой дом, чтобы потом не переживать о том, как это исправлять и возвращать то, что вещь, которую вы принесли по незнанию, у вас отобрала. Очень важно, что вы сами изучали правила, соблюдали их, и тогда ваш дом будет чашей изобилия, а все члены семьи будут под сильной энергетической защитой. Отношения будут крепкими и дружными. А что может быть прекраснее, чем такая вот прекрасная семья? Мы, друзья, надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.